Всем привет, с вами Дэн, и у нас горячая новиночка от российского часового бренда Морприбор, которая называется эталонный 1696. А что такое 1696? Правильно, это год основания русского флота по указу Петра I. И линейка достаточно широкая, в ней 5 подразделов, это 4 флота: Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский и Каспийская флотилия. И сегодня мы как раз таки с вами и поговорим про Каспийскую флотилию. Все версии отличаются друг от друга, есть много деталей, есть много расцветок. Ну и давайте смотреть. Вот здесь сразу вам показываю 4 версии. В каждой, значит, у нас в каждом флоте по 4 версии. И одну вот решил показать на более контрастном, может быть, ремешке. Ну и, как всегда, у Морприбора это, конечно же, богатый комплект. Помимо того, что часы на ремешке идут, есть также еще в комплекте второй ремешок кожаный. Черный как раз таки, мне кажется, что хорошо для разнообразия, и ремешки уже другие, они, естественно, брендированные, про них, может, чуть позже поговорим. И комплект с открытками. Здесь, соответственно, как раз таки про 30 октября 1696 года детали. И вот Морприбор, знаете, вот он как начал популяризацию российской истории именно вот в приложении к российскому флоту, так он и продолжает. И причем идет еще и рассказ. И это важно, мне кажется, потому что не просто вот часы, не просто еще одна лимитка, да, как вот многие делают, а здесь именно она посвящена кому-то, посвящена чему-то, и про это еще рассказ. То есть люди, которые, возможно, не знакомы с историей, им как раз-таки будет важно, интересно вот так вот кратко почитать. Плюс есть открытка у нас, да, Петр I, триумф российского флота. По-моему, приятно очень, и такую открытку можно и поставить где-нибудь у себя дома, например, или в офисе. И эмблемы, соответственно, 5 российских флотов, да, ну 4 флота и 1 флотилия. И, собственно, давайте модели все по порядку мы с вами рассмотрим. Ну, наверное, скажу главное. Здесь, как видите, главное различие это в чем? Понятно, что каждый флот друг от друга отличается цветом циферблата, это важный момент. Но здесь по каждому именно вот флоту есть еще и различия. Это корпус с PVD, да, золотистый, это корпус просто стальной, и в каждом, опять же, вот золотистый и просто стальной еще отличаются стрелки. Ну и давайте все это уже более детально смотреть. Ну что ж, у нас, если предыдущие морприборы прогремели именно как бронзовые часы, ну либо бронза плюс еще другой материал, то это, насколько я понимаю, первая модель морприбора именно в стали. И мне кажется, это давно ожидалось рынком, потому что кому-то бронзу, кому-то сталь, выбор должен быть большим. И это всегда хорошо. Давайте начнем, наверное, с характеристик, а потом уже посмотрим по деталям по этим моделям. Значит, ну, начнем мы, конечно же, с корпуса. Корпус здесь 41 мм, то есть это весьма и весьма универсальные часы. Но за счет того, что корпус немножко такой, видите, как бы такой сплющенный, похоже, как делает Oris Aqueous со своим корпусом, он кажется немножечко шире. Плюс здесь достаточно широкий рант и такая крупная приплюснутая тоже луковичная заводная головка, поэтому они носиться будут чуть больше, чем 41. Но сейчас более детально это все, конечно, посмотрим. Давайте померим, да, у нас 41. Высота. Здесь стекло высокое, возвышается сапфировое стекло над корпусом. 13,6 по высоте я насчитал. Корпус, значит, здесь 316L, да, и на некоторых корпусах вот такие безели, соответственно, с IP-покрытием. Некоторые корпуса у нас без IP-покрытия, то есть либо полностью сталь, либо сталь с покрытием. Это уже кому что больше нравится. Обязательно напишите в комментариях, что лично вам больше нравится. Ну а мы продолжаем измерение, и здесь по ремешочку у нас 22, так что любые сторонние ремешки можно ставить, но в комплекте уже идут 2 ремня, так что на много-много вам времени хватит. 47,4. Поэтому, в принципе, размер универсальный. Да и еще и к тому же, это часы все-таки не классика, это часы на стыке классических и часов, я бы сказал, часы Марина, может быть, это все-таки не дайвер, потому что стилистика совершенно другая. Я бы сказал, что это, да, корабельные такие, судовые часы,
и на вот таком пересечении с классикой. Мое запястье 18,5, ну сидят они шикарно, они действительно небольшие, удобные, но при этом нельзя их назвать какими-то малюсиками, они действительно такие вот прям, вот именно мужские часы. Вот давайте покажу также, как смотрится с остальным вариантом безеля. По-другому воспринимается, более сдержанно, я бы сказал. Но тут еще, понятное дело, есть важное различие. У нас у каждой модели либо с PVD безелем, либо с остальным безелем есть еще выбор. Может быть секундная стрелка в тон основным стрелкам, часовой минутная, вот в данном случае это синяя с синим, а здесь красная с синим. И красная такая более вызывающая, что ли, более яркая, такой полный ход вперед, да, машины вперед, или как там правильно говорить, на флоте. Ну, интересно на самом деле, потому что можно действительно подобрать под себя. И это классно. Дальше, по характеристикам, соответственно, сапфир с внутренним антибликовым покрытием. Механизм здесь Miyota 9015. Задняя крышка глухая, что я считаю правильно. И здесь красивая такая большая литая гравировка. Посмотрите, как классно сделано. Здесь парусник «Орел» знаменитый. И как раз 1696 год, морприбор, эталонный, все по-русски. Здесь Каспийская у нас флотилия идет. Шикарно. Очень хорошо, очень приятно сделано. Номер индивидуальный здесь есть. Всего 330 штук, это по всем флотам, по всем расцветкам. И здесь вот конкретно номер 085 я вижу. Морским судам быть. Это фраза Петра I, насколько я помню. Система быстрой замены ремешков есть, так что у нас в комплекте идет еще один ремешок, так что можно его сразу, например, поменять. У морприбора как раз таки вот та коробка, которую я в начале ролика показывал, там 5 часов помещается, так что все 5 флотов, и для коллекционеров, я думаю, будет интересно. Ну вот, да, как видите, на черном ремешке совершенно по-другому модель воспринимается, гораздо более сдержанная, гораздо более сухая, если хотите. Хотя здесь в любом случае цветов хоть отбавляй, здесь очень такие теплые, душевные часы. Я как раз таки думаю, что вот к этой версии коричневый ремешок, наверное, даже лучше подходит и более интересно смотрится. Но, кстати, видите, а бакли-то у нас разные, да, у черного ремешка вот такая как бы с язычком, а здесь базовая, да, и везде есть логотип морприбора. Слушайте, прикольно. И это интересный момент. Ну и вот давайте посмотрим, как на моем запястье будет смотреться на черном ремешке. Да, это совершенно по-другому. Здесь уже более сдержанные часы. Кстати, возвращаясь к ремешкам, система быстрой замены есть. Ремешки плотные, ремешки такие толстенькие, но при этом они мягкие. То есть на запястье будет удобно и разносятся они достаточно быстро. Это немаловажно, потому что когда большие такие, да, как бы плотные толстые ремни, хочется, чтобы они быстрее прикипели к запястью. Если долго разнашивать, это вот всегда не очень удобно. Ну что, смотрите, да, у нас получается достаточно здесь сложный циферблат, то есть вот с одной стороны многоуровневый, у нас базовая, да, такая базовый циферблат идет именно с покрытием, таким золотистым, кто-то может скажет лососевым, но больше оно, наверное, идет в бронзовый оттенок. И это классно, потому что передается такие гены морприбора. И плюс хорошо, естественно, сочетается, что у нас одинаковые цвета на безеле, да, и на циферблате. Дальше идет кольцо, которое отвечает за часы, а минуты у нас на внешнем радиусе. И здесь как раз таки минуты с железной дорогой, шкала, и все очень хорошо читается. И главное, что и стрелки правильной длины. Посмотрите, часовая до разметки железной дороги, да, минутная до разметки, секунда до разметки. Вот все выверено, все правильно. Такая вот, я бы сказал, точно сделано. Это здорово. По сути, двойная разметка циферблата, это больше напоминает, опять же, морские приборы. Это больше вот именно в старину, больше вот куда-то туда, в парусный, я бы еще сказал, да, наверное, и в прошлый век. И здорово, очень душевно. И вот такая получилась интересная стилизация именно вот судовых часов, как их называют еще марина. Но при этом практично.
достаточно эргономично. Мне нравится, как вписано здесь название линейки эталонный, здесь логотип морприбор. То есть, опять же, как будто бы это судовой прибор, где нет ничего лишнего, какой-то отдельной плашки, там, отдельного логотипа. Нет, здесь все вот так прям интересно вписано. Секундная стрелка, кстати, еще частично скелетонирована, поэтому, когда она идет, вот, например, над логотипом, это прям вот видно. Кстати, интересно. И видите, они отличаются прям. Вот, здесь синяя с красным наконечником, здесь полностью красная. Это прям такой квест для людей, которые именно хотят подобрать то, что им нравится больше. Здесь аж из 4 версий, вот, да, в каждой линейке можно выбрать. Мне нравится корпус. Ушки как будто бы отдельно, они чуть шире, чем основная часть корпуса. Много граней. Сатинирование по боковой части, зеркальная полировка, по ушкам уже идет. Корпус у нас получается как будто весь корпус, да, сатинированный, а вот ушки, они частично с сатинированием, и полировка идет по грани и по боковой части. И заводная головка тоже у нас с полировкой. Ну и задняя крышка, здесь красивая гравировочка идет. Мне нравится, как аккуратно вписано окошко даты. Оно вот здесь, где часовая шкала, и как будто бы незаметно. То есть я человек, который всегда противник даты. Мне нормально. Мне нормально. И посмотрите, как все аккуратно сделано. Вот, наверное, пришло время посмотреть на качество отделки. Посмотрите, как классно сделан циферблат. Такое вертикальное сатинирование. И вот эти детали по циферблату. Фаски отделаны, да, боковая часть, зеркальная полировка, верхняя часть сатинирования. Прекрасно сделано. Здесь, понятно, купольное стекло, поэтому отражение идет, особенно со студийным светом. В реальной жизни все не так. Кстати, у нас на винтах, да, стилизация идет по вот этой шкале минутной. Прекрасно сделано. Циферблат, прям мое почтение. Очень круто. И дальше по корпусу тоже посмотрите. Приятно, все хорошо сделано. Очень приятно. И давайте отдельно поглядим. Здесь я вот пленку снял. Красота парусник-то, а, какой. И вот она, Каспийская флотилия. Что касается веса, 81 грамм, это вполне себе часы на каждый день. Ну что же, вот такая новиночка от морприбор. Много вариантов, много из чего выбрать. Но главное, как мне кажется, это то, что модель интересная, модель удачная, модель в стилистике, которая сейчас на рынке не так и много. То есть вот такие часы, которые не дайверы, не повседнев, а именно вот что-то между и ближе как раз-таки к судовым часам. И это те часы, которые носить при этом можно каждый день, если ваш стиль, ваш вкус, и вам вот именно хочется вот подобного плана часы носить. И при этом, да, это такая вот как бы классика морская, и при этом, в принципе, вы сразу показываете, что вы про море, да, что вы, может быть, моряк или интересуетесь этой тематикой, или, например, морской историей. Поэтому, мне кажется, классно. Что касается цены, важный момент, кстати, да, вот прямо в конце ролика говорю, на момент записи на сайте они стоят, на официальном сайте они стоят 47 900 рублей. Мне кажется, весьма и весьма адекватная цена, особенно с учетом такого жирного, богатого комплекта. И мне нравится, что морприбор идет в своей стезе, морприбор выпускает разнообразные модели. И вот эта модель, мне кажется, такая наиболее, может быть, классическая и в каком-то плане, может быть, наиболее зрелая. Мне нравится, куда идет марка. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.